В истории мирового автомобилестроения есть предприятия, которые не просто выпускали машины. Они становились символом эпохи, воплощением амбиций государств и желаний народов. В России таким гигантом стал АвтоВАЗ. И это история о том, как построенный в чистом поле город-завод навсегда изменил страну. Автомобили появились в России еще в XIX веке. Некоторое время они были развлечением аристократии, затем военной техникой и промышленным транспортом. Даже после Великой Отечественной войны личный автомобиль во многом оставался не средством передвижения, а скорее роскошью. Перед послевоенной советской промышленностью стояли другие задачи, и ей был, конечно, не до массовой автомобилизации. Возможность по-настоящему заняться этой проблемой появилась только в 60-е. К тому моменту вопрос создания настоящего народного автомобиля, доступного всем без исключения гражданам, был уже очень актуален. И вот в 1966 году было принято решение строить новый автомобильный завод. План с самого начала был грандиозным – с нуля создать предприятие, способное выпускать свыше 500 000 автомобилей в год. Даже в Советском Союзе, стране великих строек, ничего сравнимого до сих пор не делали. А в целом в мире подобные проекты можно было пересчитать по пальцам. Здесь требовался опытный зарубежный партнер, и им стала Италия, страна, известная своими симпатиями к Советскому Союзу. Советское правительство заключило соглашение с итальянским концерном Fiat. Это было вполне взвешенное решение. Фиаты во второй половине 20 века считались эталоном доступности и технологической простоты. Именно Fiat 124 вскоре стал прародителем и основой для легендарного семейства «Жигулей». Новый завод решили строить в Тольятти, небольшом городе на берегу Волги. По странному совпадению, город всего за несколько лет до этого переименовали в честь генерального секретаря итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти. Тольятти, город, а не секретарь, оказался идеальным вариантом. Сначала завод хотели создавать в Киеве или Минске, но географические преимущества Поволжья были очевидны. Удобная логистика, близость к ресурсам, удаленность от государственных границ. Стройка стартовала в 1967 году, превратившись в символ советской научно-технической революции. На пустующие берега Волги съехались тысячи комсомольцев, инженеров и рабочих со всего Советского Союза. Под открытым небом возводились цеха, прокладывались коммуникации, вырастал новый город с квартирами для рабочих и школами для их детей. А пока завод строился, советские и итальянские инженеры обменивались опытом. В Турине, на родине Fiat, шла работа. Составлялись проекты, заказывалось оборудование. Загранкомандировка в Италию по тем временам могла быть воспринята как подарок. Но реально отдыхать было некогда. Один из работавших там инженеров позже вспоминал: тех, кто думает, что в Турине для вазовцев был рай, ждет разочарование. Это была цивилизованная каторга. Пахали сутками. Работы не впроворот, а специалистов мало. Двойная, тройная нагрузка и часто авралы, поэтому выходных почти не было. Несмотря на сложности работы, такого обмена опытом с иностранными специалистами в Советском Союзе не видели с начала 30-х, когда фирма Альберто Кана обеспечивала советскую индустриализацию. Грандиозный завод был построен в рекордные сроки. Уже в 70-м с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль – ВАЗ-2101, прозванный в народе «Копейкой». Адаптированный для суровых советских условий «Фиат» получил сотни доработок, усиленный кузов, увеличенный клиренс, более мощный двигатель и многое-многое другое. Автомобиль моментально стал культовым. Теперь личный транспорт стал доступен не только для элиты, но и для рядовых граждан Советского Союза. При этом ВАЗ был не просто заводом по выпуску автомобилей. В силу своего масштаба он формировал вокруг себя новую реальность. Завод дал работу сотням тысяч людей и превратил Тольятти в процветающий крупный город, а вазовский конвейер стал школой для многих тысяч специалистов. Завод стал пионером в области автоматизации. Впервые в стране на ВАЗе внедрили системы числового программного управления, а конвейеры начали управляться с помощью ЭВМ. Тольятти, небольшой городок, в котором до начала мегастройки жило 60 тысяч человек, к середине 80-х вырос в 10 раз. Каждый третий житель города работал на ВАЗе, многие другие на смежных предприятиях. Автозаводский район был спланирован и строился с нуля. И с самого начала создавался как своего рода рабочая утопия с особой организацией быта и со своей инфраструктурой.
В центре каждого квартала проложили бульвар, а сами кварталы расположили таким образом, чтобы район хорошо продувался ветрами с Волги. Уникальные заводы синтетических материалов, такие как «Синтез Каучук», соседствовали с новыми стадионами и ботаническим садом, где высаживали растения со всей страны. Зарплаты на ВАЗе были выше, чем средние по Советскому Союзу, а социальный пакет, как сейчас бы сказали, включал, например, льготную очередь на автомобили завода. В 1977 году появляется ВАЗ-2121 «Нива», еще один легендарный советский автомобиль, открывший новую эпоху в истории полноприводных машин и ставший первым полностью самостоятельным автомобилем ВАЗа. Уникальность и инновация Нивы заключалась в том, что в отличие от других внедорожников своего времени, Нива обладала постоянным полным приводом, задействованным на любых дорогах. При этом, с точки зрения комфорта, Нива была ближе к легковому автомобилю и мало напоминала брутальные и по-спартански оснащенные военные внедорожники. Ниву вполне искренне полюбили во всем мире. Уже в 1978 году модель удостоилась золотой медали на международной ярмарке в Брно, а к началу 80-х экспортировалась в более чем сотню стран. Нива стала незаменимой для геологов, фермеров и даже спасательных служб. Компактные габариты и клиренс позволяли проезжать туда, где застревали более громоздкие машины. В салоне при этом были регулируемые сиденья, печка и даже люк в крыше. Вполне достойный уровень для рабочих лошадок той эпохи. Успех Нивы оказался длительным. Она производится до сих пор, и несмотря на несколько модернизаций, это плюс-минус все тот же автомобиль. Шутки шутками, а сделать автомобиль, который будут охотно покупать спустя полвека, в производстве могут далеко не все. Именно Нива в какой-то степени заложила мировой тренд на внедорожники. До нее ничего подобного на рынке просто не было. С самого своего основания ВАЗ был инновационным предприятием, и это хорошо видно на одном интересном примере. Взять ВАЗ-2108, он же «восьмерка». Мало кто знает, что это отчасти чистокровный Porsche. Инженеры Porsche при создании «восьмерки» занимались проблемами управляемости и устойчивости. Например, предложили форму крыши, нагружающую заднюю часть автомобиля для лучшей управляемости на высоких скоростях. Точно такой же прием применен в конструкции Porsche 924. Кроме аэродинамики, немцы занимались двигателем, а в процессе испытаний «восьмерка» проехала по полигонам Porsche не 1000 километров. Официальная причина сотрудничества ВАЗа со знаменитой немецкой маркой достаточно своеобразна. Якобы немцы в лице президента компании Porsche Эрнста Фурмана желали каким-то образом компенсировать вред, причиненный Советскому Союзу в ходе Второй мировой войны. По крайней мере, именно такую версию он озвучил при встрече с министром автомобильной промышленности в 1975 году. Правда, помогали немцы все-таки не бесплатно. К началу перестройки вазовские машины были в СССР буквально повсюду. На советских дорогах их были миллионы. Но с распадом Союза ВАЗ, как и другие советские мегапредприятия, попал в очень тяжелое положение. 90-е поставили завод на грань выживания. Разрыв цепочек поставок, конкуренция с подержанными иномарками, внутренняя борьба за активы. Казалось, что ВАЗ скоро закончится. Он вполне мог погибнуть, как погибли, например, ЗИЛ и Москвич. Но завод упорно боролся за жизнь. Уже в 95-м на рынок выходит первая постсоветская модель ВАЗ-2110. В отличие от многих других гигантов советской промышленности, ВАЗу удается остановиться над пропастью и сохраниться в новой реальности. Вскоре становится ясно, что завод, а вместе с ним и город Тольятти, выживет. Друзья, очень короткое объявление. Вы знаете, что у нас есть журнал «Чтиво», есть телеграм-канал «Чтиво» и YouTube-канал «Чтиво». Если вы на него еще не подписаны, то ссылка есть в описании. А теперь у нас есть сайт. На сайте «Чтиво» куча крутых материалов о любимой еде королей, о рэп-баттлах викингов, о главных героях и главных хулиганов в истории, кто был самым татуированным русским графом, как дрались на ножах аргентинские гаучо, как король Тонга единолично с автоматом в руках отжал целый остров Ухиппи, ну и так далее. А еще там можно будет почитать мои интервью, мои колонки. Переходите по ссылке, устройте себе вечернее чтиво. Ну или дневное, если вы захотите. В 2000-х ВАЗ, как и в начале своей истории, начинает искать стратегических партнеров за рубежом. Нужно обновлять модельный ряд, а самое главное – технологическую базу. Первыми стали американцы из General Motors. Вместе с ними ВАЗ выпустил Chevrolet Ниву.
завод создает Гранту, чисто российский проект, ставший в итоге бестселлером внутри страны. Путь к обновлению, однако, не был гладким. Мировой экономический кризис 8-9 годов обрушил продажи, вынудив завод сократить производство и временно приостановить работу. Социальные последствия были тяжелыми. В Тольятти, где жизнь по-прежнему вращалась вокруг АвтоВАЗа, выросла безработица, а город столкнулся с волной протестов. Отток иностранных инвестиций и разрыв связей с западными поставщиками поставил под угрозу выпуск новых моделей. Заводу уже по традиции помогло международное партнерство. На этот раз с франко-японским концерном Renault-Nissan. В 2008 году французы купили 25% акций АвтоВАЗа. Их главным вкладом стали даже не технологии, а внедрение европейских стандартов качества и управления. Их внедряли с научной основательностью, планомерно понижая процент брака. В итоге к началу 2010 года завод в Тольятти по своему внутреннему устройству принципиально не отличался от других заводов концерна. Изменилась логистика, все поставки стали глобальными, и, по сути, «Лада» собиралась из тех же комплектующих, что и «Рено» и «Ниссаны» по всему миру. Плодом русско-французского союза стали проекты «Лада Веста» и «Лада X-Ray». Автомобили все еще бюджетные, простые, но сделанные уже по западным стандартам качества. «Веста» стала экспортироваться в Европу, арабские страны и страны СНГ, символизируя возвращение «Лады» на международную арену. В эту же эпоху создается «Ларгус» – лицензионный автомобиль на иностранной платформе. Между тем, «Лада» вновь превратилась в феномен массовой культуры. Легендарные классические модели окончательно ушли с конвейера в начале десятых, уступив место новым поколениям. Но ностальгия по ним превратилась в часть национальной идентичности. Клубы ретро-автомобилей, фестивали и раллийные гонки на модифицированных Нивах поддерживают культовый статус марки. Молодые люди достают из гаражей копейки своих дедушек и занимаются на них дрифтом. Сегодня АвтоВАЗ, как и в советские времена, выпускает сотни тысяч автомобилей в год. Из общего количества отечественных автомобилей на долю АвтоВАЗа приходится более 80% машин. Там, где когда-то доминировали классические модели, теперь собирают современные кроссоверы. Не осталось даже старых конвейеров. Все производство было перестроено с нуля. Завод снова стал полигоном для инноваций. Здесь тестируют умные системы на базе искусственного интеллекта. В 2021 году была анонсирована электрическая «Лада E-Largus», а в 2023 концепт E-Niva, разработанный вместе с российскими IT-компаниями. Хотя переход на электромобили осложнен санкциями, завод активно инвестирует в исследование аккумуляторов и систем автономного управления. Параллельно продолжается экспансия на рынке Азии, Африки и Латинской Америки, где «Лада» позиционируется как доступный и неприхотливый бренд. История АвтоВАЗа – зеркало советской и российской истории в целом. Надежды и оптимизм 60-х, спокойные 70-е, в перестройку надежда на обновление, которое обернулось крахом и хаосом 90-х, медленное восстановление в нулевых, присоединение к огромной глобальной корпорации. Путь завода никогда не был простым. Но после всех испытаний АвтоВАЗ кажется непотопляемым. В Тольятти, где стоит памятник копейки, а в цехах роботы варят кузова новых Вест, по-прежнему верят, что сделать хороший отечественный автомобиль возможно.